Как понять, что мужчина влюблен? Эта тема вечная, потому что, в принципе, любовь связана с сомнениями, с переживаниями, с любовными томлениями, так это называется. То есть, когда вот человек вроде бы как подает тебе какие-то сигналы, но они такие неоднозначные, неявные. Плюс ситуация, если и ты к нему какие-то чувства испытываешь, он как-то тебе интересен, то тут добавляется еще твоя какая-то предвзятость, и, соответственно, вообще непонятно, что происходит. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем те признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы точно понять, что мужчина в тебя влюблен. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Мужчина восхищается женщиной, он ей гордится, он на нее смотрит, он наблюдает за ней. Почему так происходит? Когда мы влюбляемся в какого-то человека, у нас формируется, так сказать, такое измененное состояние сознания, и мы начинаем смотреть немножко так поляризованно или черно-бело. То есть мы все хорошее замечаем, негативные какие-то аспекты мы так как-то упускаем. Ну, так устроена влюбленность. Это в нас так вот такие животные механизмы включаются. И что здесь происходит? Мужчина начинает смотреть на вас, вы понимаете, во-первых, что физически он часто на вас смотрит. То есть вот где-то, если вы сидите в компании, вы замечаете, что вот вы на него смотрите, а он только что уже на вас смотрел, там, вот отвел взгляд. Кроме того, он не просто на вас смотрит, он вас еще и видит, он вас и наблюдает. Мужчина может восхищаться такими вещами в вас, которые предполагают, что он как-то с интересом за вами наблюдает. Ну, предположим, вы хорошо выглядите, и он вам заявляет, что вы красивая. Ну, как бы это приятно, но это очевидно. Но потом вы понимаете, что он, скажем, вам говорит: ты знаешь, мне нравится, в каком состоянии у тебя машина. Я понимаю, сколько нужно прилагать усилий, как нужно вот дисциплинированно относиться к своей машине, ко всяким там техосмотрам и прочему, чтобы она находилась в таком состоянии, как новая. Вот я это ценю, мне это нравится. Или он вам говорит: вот мы так вот с тобой какое-то время общаемся, ты так рассказываешь, я себе вот просто не представляю, как тебе удалось так скомпоновать свой дневной распорядок дня, что у тебя так все эффективно получается. Я этим восхищаюсь. И то есть получается, он восхищается не теми вещами, которые лежат на поверхности, а он восхищается какими-то вещами вас, какими-то вашими качествами, какими-то вашими сторонами, которые предполагают то, что человек должен как-то внимательно за вами наблюдать, чтобы это заметить. Ну и, собственно, как продолжение, как следствие вышесказанного, когда мужчина влюблен в вас, вы понимаете, что он помнит все детали и мелочи. Это может проявляться много в чем. Ну, во-первых, он, предположим, помнит, когда вы там, скажем, в первый раз встретились, и он может вам предложить через месяц там: ой, слушай, сегодня у нас месяц, с тех пор, как мы с тобой ходили на тот концерт, там мы познакомились. Он может запоминать какие-то, я не знаю, такие вещи в вашем разговоре. Ну вот вы что-то ему рассказывали, а потом, предположим, какой-то вот праздник, он вам дарит подарок, и вы понимаете, что этот подарок — это такой подарок, который подобран с учетом ваших вот каких-то вот, потребностей, с учетом какой-то информации, которую вы ему как-то сказали между слов. Вы уже и сами забыли, а он это запомнил. То есть, если мужчина к вам внимательно относится, как я выше говорил, он наблюдает за вами, он вас, как будто бы исследует, то означает, что вот вы будете замечать, что он замечает все какие-то мелочи, и он этого не забывает. Не забывает, потому что вы в высоком приоритете для него находитесь. Когда для нас что-то высокоприоритетно, то мы как бы про это дело не забываем. Вы можете заметить, что мужчина в принципе ведет себя как-то необычно в вашем присутствии. То есть если, когда вы находитесь рядом с ним, он начинает себя как-то вести иначе, и это связано по времени, по месту, что вы находитесь рядом, это с большой вероятностью связано с вами. Как может вообще меняться поведение мужчины? На самом деле тут есть два варианта. Дело в том, что когда мы сближаемся с человеком, особенно со значимым для нас человеком, у нас повышается внутренний уровень тревоги. Так всегда бывает, знаете, когда вот встречаются незнакомые люди, есть какое-то такое, знаете, это неловкое напряжение, которое люди как-то пытаются разрешить. И вот вы наверняка замечали, что вот когда в компанию приходишь, где незнакомые люди есть, и когда вот есть вот это вот неловкое волнение, одни люди начинают тараторить, активно жестикулировать, как-то пытаться заполнить свое все пространство, а другие люди, они действуют так по больше тормозному пути. Они просто замыкаются, сидят, молчат, выжидают, пока у них как-то успокоится, пока как-то разговор пойдет в какое-то русло. То есть это две такие, по сути, противоположные стратегии борьбы с вот этим вот внутренним волнением. Когда вы понимаете, что поведение мужчины меняется в вашем присутствии, то вы можете заметить две вещи, по сути. Это вариант возбуждения и вариант торможения. То есть он может начать очень много говорить. Бывает так, что у мужчин, есть такие замечания, что в присутствии женщины, которая мужчине нравится, у него увеличивается словарный запас. В принципе, может увеличиваться речевая продукция, он становится более, что ли, болтливый. Это может связано быть с какой-то такой легкой ажитацией. То есть он, предположим,
сидел где-то вот в какой-то компании, как-то себя особо не проявлял, тут вы появились, а он начинает как-то и жестикулировать, и прям вскочил, знаете, что-то говорит, голос такой более возбужденный. То есть это поведение связано с таким нейрофизиологическим возбуждением. Может работать по-другому, включается торможение. Вы приходите, мужчина вроде разговаривал, он умолк и вот как-то смотрит на вас и боится что-то вот такое вот сказать, такой, знаете, робеет, так сказать. Или там, скажем, если вы с ним наедине, вы что-то начинаете ему говорить, а он как-то вот молчит, и вроде бы как будто вот вы прямо замечаете, что он сам себя сдерживает. Он вроде бы что-то хочет сказать, но как бы ему кажется, что может это будет неуместно, и начинает, знаете, себя как бы сдерживать, в результате его клинит. То есть и в той ситуации означает, что вы для мужчины имеете какое-то значение, что вы для него важны. То есть не всегда это означает, что он прямо в вас влюблен, но то, что он вас отмечает, то, что вы настолько важны для него, что, по крайней мере, его поведение в вашем присутствии меняется, то это уж точно. Еще тут нужно обратить внимание на какие-то собственные субъективные переживания. В присутствии мужчины, который в вас влюблен, вы будете чувствовать, что есть какая-то, может быть, не всегда понятная ваша значимость для него. То есть, когда он что-то говорит, он на вас смотрит чаще, чем на других вот собеседников, если это компания. Если, скажем, вы с ним беседуете наедине, то он чаще поддерживает глазной контакт. То есть, бывает так, что люди разговаривают, но человек как-то ушел в свои мысли, и он на второго собеседника уже не смотрит. Нет, здесь он постоянно будет на вас поглядывать. Он будет, вы будете замечать, что он следит за вашей реакцией на его какие-то высказывания. Вот он что-нибудь там такое поумничал, такое сказал, и смотрит, как бы, как вы оцениваете. Это немножко, знаете, похоже на, как вот, когда маленькие дети что-то делают, и оглядываются на родителей, как бы оценили они или не оценили, там, что он песочницу, что-то там сделал, какую-то фигурку или еще что-то. То есть, по сути, вы становитесь значимым человеком для мужчины, если он в вас влюблен, и он, соответственно, вот так же вот постоянно как бы следит за вашей реакцией на любые его действия. Он ожидает такую положительную реакцию, он ожидает реакцию какого-то, не знаю, благоволения, такого подкрепления. Когда мы влюблены в человека, мы под воздействием вот этих вот эмоций всех, гормонов, начинаем этого человека рассматривать как какого-то значимого близкого. И вот когда мужчина влюблен в женщину, он начинает невольно думать о том, что в дальнейшем его планы будут связаны с ней. Он начинает невольно, неосознанно включать ее в свой жизненный сценарий. То есть в ближайшее время, вот она такая важная, такая интересная, мне она так нравится, я просто такая она прекрасная, я же помню, что я раньше говорил, я вот ей восхищаюсь, и я хочу дальше, чтобы это продолжалось все. И как это будет проявляться? Во-первых, мужчина будет делиться своими планами с вами. Он вам будет говорить о том, что он планирует делать. Он будет вам говорить о том, что возможно даже предлагать. Для чего он это делает? Он делится своими планами, чтобы увидеть вашу реакцию. Предположим, возможно, он говорит, ты знаешь, я бы хотел куда-нибудь там поехать летом, отдохнуть. И на вас поглядывает и думает, а что вот она ответит? Может быть, она тоже захочет, тогда можно что-то планировать. А может, она скажет, что я вот в то место, куда ты отдыхаешь, никогда не поеду, мне там не нравится. Тогда я, возможно, буду корректировать свои планы. То есть он начинает открываться с одной стороны. И следующая такая вот вещь, которую он может делать, он может вас включать в свои планы. То есть он может, в принципе, вас как бы и приглашать. То есть это может, в принципе, на практике проявляться в одном действии. Что, ты знаешь, я вот летом хочу поехать куда-нибудь в какой-то горный поход. Вот было бы классно, если мы с тобой вместе поехали. Или, а как ты вообще относишься к этому? Ты когда-нибудь вот в такие походы ходила? То есть он говорит о своих планах и строит совместные планы с вами. Он и открывается, и как будто бы предлагает вам быть вместе с ним в этих его каких-то планах. Вы знаете, тема влюбленности, тема любви, такой, особенно вот, когда в начале все отношений только возникает, тут очень много такого тепла, какого-то такой мимимишности. Это приятная тема. Поэтому, если вы замечаете, что рядом с вами есть мужчина, который в вас, возможно, влюблен, то это хорошо, потому что, по крайней мере, у вас есть какое-то вот волнение, переживание по этому поводу. Это вот такие важные составляющие нашей жизни. Вы можете написать в комментариях примеры о том, как вы понимаете, что мужчина в вас влюблен. На какой признак вы когда-то обратили внимание, вот вы смотрите, мужчина так-то себя ведет, а потом, да, оказывается, вот он признается в любви, и потом у вас как-то вот все хорошо. Если вы в комментариях напишите вот эти примеры, я буду вам очень благодарен, потому что это действительно очень важно и приятно. Если вы цените то, что я делаю, и вам нравится это видео, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.